Ребятушки, только что вон там была огромная такая молния. Яркая-яркая, красивая-красивая. К сожалению, мне не удалось ее снять. С одной стороны светит солнце, жара, а с другой стороны, вот вы видите такое небо. Рано утром сейчас, 5 утра, и я преодолел протоку реки, которая очень сильно упала. Ну, примерно около метра она упала. И нахожусь я где-то под Нижним Тагилом, где, говорят, клюет. И сейчас я приближаюсь к месту рыбалки, где я буду ловить щуку. Ну, пытаться ловить щуку. Я уже здесь был один раз, видео у меня это есть на канале. Можете посмотреть его по ссылке в описании, кому интересно. Как я здесь ловил достаточно приличных щук. Оба, есть! Вот это да! Вот это, ребята, рыбалка у нас. Ну что, такой же шнурок. Я надеюсь, это не он же. Такой же, да. Вторая щучка. Ну, это прям фантастика какая-то. Но это чуть-чуть даже побольше. Обратите внимание, какая кругом красота. Всякие птицы поют. Мошек очень много. Чуть они меня не съели, я не сразу одел эту москитную сетку. Здесь очень много мошки какой-то мелкой, которая лезет в глаза, в уши и очень сильно кусается. Пока что не очень-то рыба плещется. Сегодня и начну я рыбалку с этого места на вращающую блесну. Позже покажу упаковку и что это за блесна, расскажу. Ну что, делаем первый заброс. Вода мутноватая. В тот раз она была почище. Рыбка уже начинает плескаться. Время 5:33 утра. Есть! Была только что поклевка, но сход. Есть! Вот она. Я так думаю, что это окунь. Да, ребят, я был прав, это окунь. Смотрите. А какая прелесть. Хороший крупный окунь. О, какой красавчик. Со второго заброса. Ай, да блесенка. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, не обманул продавец. Цель рыбалки, соответственно, окунь, щука. Другой рыбы здесь нет. Ну, кроме мирной, конечно. Но мирную рыбу мы будем с вами ловить завтра утром. Сегодня у нас хищник. Была рыба, представляете, сошла. Но ловить я буду, естественно, не только на эту вертушку. У меня еще кое-что есть интересное. Ну, как видите, мошка угомонилась. Я сетку снял со своей головы. Вот результат. То, что я шел по протоке, провалился там больше, чем по колено. Чуть не утопил телефон. Ну, не будем терять времени. Ребята, давайте срочно рыбачить. Попробуем забросить в ту сторону. Пока что 3 заброса, 1 окунь. И еще одна поклевка была. Оп. Конечно, очень здесь живописные места, просто обалденные. Опа.
В этом водоеме есть щука, окунь, линь, плотва и лещ. Леща я здесь ловил где-то примерно на килограмм. На удочку, на поплавочную поймал. Пробовал на фидер, но клевала одна мелочь. Линя я не ловил, но видел, как мужики доставали сеть. И там был линь. Несколько штук, достаточно приличного размера. И завтра с утра я собираюсь порыбачить на поплавочную удочку. Ну, посмотрим, что мне попадется. Здесь мелководье. Конечно, блесна немного тяжеловато для такого мелководья. 8 грамм она. Сверкает молния. Вы, наверное, видели сейчас. Страшно. Да, с щукой могут быть сейчас проблемы, так как очень мелко. Ну, в тот раз вот тоже так было. Сначала не клевала, потом как начала долбить одна за одной. Много, конечно, было мелкой щуки, но были и крупные экземпляры. Вот, сейчас был тычочек. И вот она. А вот это уже что-то такое хорошее. Это уже щучка, ребята. Ну, слушайте, не рыбалка, а просто чудо. Вон она. Так, главное не торопиться. Ах, вот эти сладкие... Вот это уже что-то получше. Да. Вот это уже хороший вариант. Так. Садимся на лодку. Так, тихо. Тут весло. Ух ты, вот это уже хорошая щучка. Так, тихо. Давайте будем ее брать. Ух, ничего себе, она пасть-то разъявила. Так. Ох, так я и думал. Вот так я и знал. Что-то на вертушку не клюет, поставлю куасаму, колебающуюся блесну. Продавец сказал, что она вообще огонь. Правда, она 13 грамм, а спиннинг у меня до 6 грамм. Ну, ничего страшного. Рискну. Я уже ставил на этот спиннинг и 15-граммовые приманки. Это я закупился в магазине «Рыбачок». Стоит она сумасшедших денег 563 рубля. Ну, я думаю, свои бабки она должна отработать. Вот так вот она выглядит с двумя крючками. Поводок, как видите, у меня железный, с вертлюгом, струна. Ну а шнур единица. Я так подозреваю, что цепляется она именно вот так. Смотрите, как играет интересно. Ну что, первый заброс. Ну, куасаму. На колебалке такого плана у меня опыта вообще нету никакого. Но попробуем. Конечно, я ловил на колебалке, но совершенно другого типа. И ловил окуня. И форель. Продавец сказал, если большая глубина, то щука хватает ее даже на падении. Сделал уже забросы в 7, пока результат 0. И сейчас и рыба что-то перестала, если честно, плескаться.
Ну, ребятки, смотрите, еще и дождь пошел, ко всему прочему. Сегодня первый раз такая погода за много дней. Какие-то тучи, молния. Теперь дождь пошел. Время сейчас 6:49 утра. Да. Рыба плещется, но что-то как-то не очень-то активно. Больше похоже, вон только что был прыжок небольшой рыбы, но клёва нет. Сделал я уже достаточно много забросов, менял приманки. Сейчас вернулся опять к той, с которой начал, на которой окуня поймал. И толку что-то пока нету. И связано это с тем, что это озеро или пруд, уж не знаю, как даже оно называется, сильно обмелел. Но я, как всегда, надежды не теряю. Будем рыбу искать. Вон какие-то два рыбака там рыбачат. Ну, что-то я не видел, чтобы они что-то ловили. Они, по-моему, то ли на поплавочку, то ли на донки. Ребятки, я чувствую, вот здесь вот щучка должна быть. Глубина здесь где-то 1,5–2 метра. Полно малька. Прям кидаешь, и видно, как он разбегается. Полно малька. Я думаю, что здесь точно щука должна быть. Но пока что-то не клюет. Попробовал на колебалку. Результат 0. Вон он малек. Его здесь просто пруд-пруди. Поставил снова вертушку. Но пока сделал вот 3 заброса. Пока что результат 0. Но щука с окунем здесь должны быть обязательно. Ребятки, смотрите, что я нашел. Оказывается, я эту блесну не оторвал. Сейчас попробую на нее. Вот она косила очень хорошо окуня. Есть, наконец-то. Вот он. Вот он, родной. Ну, маленький, конечно. Я же говорил, это блесна рабочая. Наконец-то, блин. Сколько времени уже прошло, а? Вот он, крючок безбородый. О, красавчик какой. Иди. Вот здесь примерно я поймал этого окуня. Вот пытаюсь половить с берега. Тут ил такой сильный. Проваливаюсь практически по щиколотку, даже чуть выше. Ничего себе! Видели? Вот это была поклевка. Блин, исход. Я отвлекся на молнию. Блин, такая была поклевка. Это был окунь серьезный уже такой. Блин, и сошел, так жалко. Вот что значит варежку-то разевать. Ну, крючок безбородый. Да. Отличная была поклевка. Почему я сразу вертушку здесь не поставил? Ну, ее зацепить, конечно, здесь запросто можно. Поскольку я с лодки, конечно, можно отцепить, но все равно. Все, ребятки, вот о чем я и говорил. Видите, зацеп. Поэтому я вертушку не ставил. Сейчас вроде дождик кончился, сажусь в лодку и буду отцеплять. Опять пошел сильный дождь. Ну так, он то сильный, то вот сейчас уже не очень сильный. В общем, ребятушки, ладно, плыву я до дома, до хаты. Поймал я сколько? 2 окуней всего лишь. Ну, еще было парочку поклевок. Рыба вообще перестала плескаться. В тот раз, конечно, было все не так. Рыба активно плескалась. Есть. Вот она. Есть, ребятушки. Так, вот это вот хорошая. Так, где мой сачок? Вот это уже хорошая щучка.
наконец-то. Я знал, что она тут стоит. Я прям чувствовал это. Вот она. Так, давай-ка только это. Ух ты, какая она шустрая. Вот это вот хорошая щука. Все. Так, только главное, чтобы она сейчас у нас не выпрыгнула. Вот такая вот щукан. И клев был хороший. Ну, дело не в блеснах. Я думаю, что и не во мне. А скорее всего просто перемена погоды, перемена облачности. Ну, соответственно, то жара, то дождь. Из-за этого, мне кажется, и что-то с клевом сегодня случилось. А может быть, это связано и с жарой, и рыба не очень-то и клюет. Как мне сказали местные жители, собственно, к которым я и приехал, что ловят рыбку, полавливают щучку, окуня, но не в больших количествах, и не всем везет, и не всегда. Ну а мне вон в ту протоку. Половина пешком, половина на лодке. Всем до скорой встречи, ни хвоста, ни чешуи. Пока!